Мы находимся в городе Аугсбург. В прошлом выпуске вы уже познакомились с коллективом, который проживает в этом замечательном городе, и сейчас мы расскажем о нем подробнее. Аугсбург – город с 2000-летней историей, расположенный в предгорьях Альп в юго-западной части Баварии с населением около 300 тысяч человек. И, пожалуй, самое интересное, целых 25% населения Аугсбурга – русскоязычные иммигранты. Четверть русского населения составляет 50-60 тысяч человек. При таком количестве русскоговорящих можно смело вводить еще один основной язык, и я уверен, что вы уже догадались какой. Сам Аугсбург очень живописный городок. На его улицах много различных памятников архитектуры. Центр города – настоящий музей, словно каждый из домов заранее проектировался как архитектурное достояние. Аугсбург очень насыщенный город, даже несмотря на его небольшое население. Также в центре есть невероятно красивое жилье исключительно для пожилых людей, в котором совершенно иная атмосфера, спокойствие и умиротворение. Аугсбург также является студенческим городком, при этом очень домашним, размеренным и является крупным научным и промышленным центром. В этом городе есть часовни, звон которых мягкий и ненавязчивый, готические храмы, погружающие в прошлое, трамваи, которые настолько тихие, что можно не услышать, отойдя всего на метр от путей, каналы, уличные музыканты. Ну а как без них? Это же Германия. Но также здесь есть русские образовательные и воспитательные учреждения, и сейчас мы с ними познакомимся. Меня зовут Татьяна, фамилия моя Рыб, и я предприниматель детских садов в городе Аугсбург. Здание, в котором мы находимся, это торговый центр, где находится наш детский сад под названием Кредолина. Наш детский сад существует с 2014 года. Мы работаем в билингвальном режиме с детьми. Это значит, что мы помогаем детям сохранить словарный запас и расширить его для будущего. Принимаем в детский сад мы детей с 2,5-летнего возраста. Это значит дети, которые еще не владеют полностью языком, ни одним, ни другим. Цель развития, языкового развития детей преследуем мы с самого начала, с первых дней приема ребенка к нам в наш детский сад. Мы посвящаем, конечно, усиленному развитию немецкого языка, потому что это немаловажно, это поддерживает ребенка и также дает ему определенную стабильность при поступлении в школу. Русский язык мы поддерживаем также и приглашая к нам поэтов и писателей из России, дать не только язык и разговорную речь, но и преподнести нашу русскую культуру. Любой язык – это богатство, любая культура – это богатство, потому что любая культура, любой язык – это очень важно и дает мировоззрение ребенку. Я со своей семьей переехала в 1993 году в Германии из Алма-Аты. Мы основались сначала в городе Нюрнберге, после полугодового проживания в Нюрнберге мы переехали в город Аугсбург. С тех пор и проживаем всей семьей здесь. Не хотелось уходить из того общества. Это значит, то богатство, которое мы привезли с собой сюда, на самом деле, мы хотели его сохранить и для наших детей. Чувствую ли я себя дома? Я не могу сказать, что я полноценно здесь дома. Часть сердца всегда остается там, где было хорошо. Отличие между русскими и немецкими детьми действительно существует. Немцы немного проще смотрят на это и относятся к этому. Они исходят из того, что ребенок всему научится сам когда-нибудь. Для нас, для русских родителей, это чрезвычайно важно, чтобы у ребенка было хорошее развитие на очень высоком уровне. Я думаю, оба подхода важны и нужны. Каждый выбирает путь. Идеально было бы, конечно, дать возможность выбирать
ребенку, его направляя и подталкивая. Азы, которые мы даем в раннем возрасте развития, они ребенку еще не ясны. Для чего и зачем? Ребенок ведь не всегда хочет делать именно то, что говорят родители. И это правильно. Набираясь опыта и владея уже всеми этими инструментами, за это все потом ребенок благодарит. А это самое важное, что может получить родитель. Жесткость в воспитании ребенка никогда не приносила пользу. С ребенком надо коммуницировать, с ним надо разговаривать. Конечно, мы доходим до своих определенных границ. Мы, как родители, должны ребенку объяснять. Родители ставят ребенка в тупик того, что ребенок перестает любить дело, так как его заставляли насильно. И мы не имеем права бить и не имеем права ребенка настраивать плохим путем. Мы обязаны, нам надо находить с ребенком общий язык, потихоньку плыть в одном направлении. Почему именно дети? Потому что свои мои выросли. Потому что они уже оперились и готовы стартовать в своем собственном будущем. Потому что не хватает этого тепла. Я, заходя в садик, конечно, получаю эту энергию, да? И энергия детей, она очень широкая, и она очень чистая. Мы со своей стороны, и я, и мои педагоги, которые работают в садике, даем не только язык, но мы даем и нашу энергию назад, устраивая баллы для выпускников, дети, которые уходят в школу, устраивая русские елки, веселье, выезжая с детьми куда-либо на лужайки и делая там спортивные игры. Мы даем очень много, но то, что мы получаем назад, это намного больше. Это любовь детей, это их обнимашки. Это все, что даже невозможно описать. Это то чувство, когда мама уходит, и ребенок успокаивается на руках. Это чувство невозможно описать. Это то, что нам наши дети уже не могут дать, потому что они большие. Меня зовут Ольга Ильяш, мне 50 лет. Я живу в городе Аугсбурге, в стране Германия. Это в Баварии. У меня есть семья, муж и 3 детей. И по профессии я преподаватель фортепиано. У меня своя маленькая фортепианная студия. И я очень люблю свое дело. Студии моей 10 лет. 10 лет я преподаю сама. И где-то 4 года я работала в частной фортепианной школе здесь, в Аугсбурге, как наемный преподаватель. 2 года я преподавала в России в музыкальной школе в Подмосковье. А потом мы переехали в Германию. И какое-то время я была без работы, в поисках. Преподавала музыкальное воспитание в русской воскресной школе на русском языке для детей. И потом меня пригласили работать в частную фортепианную школу.
Мы переехали в Германию 20 лет назад. Это были 90-е годы. Муж закончил физико-технический институт в Москве, и он получил здесь, в Аугсбурге, в университете, возможность поработать какое-то время. И вот мы приехали, а потом остались. Когда мы переехали, я занималась исключительно детьми, была домохозяйкой. А потом вот узнала, что организовывается такая воскресная школа русская, и что ищут, что руководители или организаторы, или инициаторы создания этой школы ищут преподавателя музыкального воспитания для маленьких детей. Вот. И я предложила свои услуги и вот начала там работать. Aber stopp. Aber Ausgangssperre und dann liegen lassen. Ja? Заложена база для того, чтобы в моей музыкальной школе были немцы. Это нетипично. В принципе, у нас было половина на половину. Половина немцев, половина русских. И вот как проходили первые концерты, например, и как люди коммуницировали на этих концертах, как они выглядели, как они вели себя, и вот как это со временем изменилось. По большому счету нет разницы такой большой, глобальной. Немцы, русские. Гармонию, слушаем фразу. Вот мне кажется, что вот здесь можно было бы немножечко уйти, сделать тише чуть-чуть, да? Мое существование среди двух культур, в общем-то, мы не ассимилировались. То есть лично я и моя семья. Более того, у меня есть вот двое старших детей. У дочери у нее только немецкие друзья, а у сына наоборот. Сейчас, прожив 20 лет, я даже могу утверждать, все меняется здесь. Немецкая нация, она потихонечку привыкает к наличию вообще здесь иностранцев, иностранной речи. И я могу сказать, что 20 лет назад, когда мы приехали, недоброжелательного отношения было больше. Вот. И вот за это время изменилось очень многое. Einfach nach Finger zeigen. Zuerst. Я считаю, что образовательные учреждения, где бы дети иммигрантов могли изучать русский язык, или где бы родителей направляли, да, как это делать с детьми, объясняли, вот, конечно, необходимо. Необходимо не только для того, чтобы русская культура сохранилась, да, и наши дети, имели бы возможность соприкоснуться и быть частью русской культуры, да, вот. Это еще и необходимо для того, чтобы они выучили хорошо немецкий язык, для того, чтобы язык немецкий был богатым, вот, может помочь то, что русский богатый. В принципе, даже можно сделать субитопиано, для того, чтобы последняя волна у тебя получилась, потому что мы, в принципе, должны сделать кульминацию, поэтому отсюда можно... На каком языке мне комфортно преподавать, это сейчас уже сложный вопрос, потому что, преподавая на немецком языке, я уже сейчас, вот 20 лет мы живем в Германии, начинаю получать удовольствие от того, что вот я владею языком настолько, что могу объяснять такие сложные вещи. Ощущение вот такого удовольствия владения языком. А на русском это естественно. Самое главное, я бы сказала так, люди во всем мире, они, в общем-то, одинаковые. Есть хорошие, есть плохие, есть терпеливые, есть нетерпеливые, есть люди, которые любят свое дело. Люди везде разные. Вот. И поэтому в большой степени национальность не играет большой роли, я считаю.